Друзья, добрый день! Это видео мы записываем в новой экспериментальной озвучке. Меня зовут Анастасия, мой никнейм на сервере Discord FirstA. В команде Core Team я нахожусь уже около года, и это видео озвучу для вас я. Сегодня я хочу продолжить разговор о событии «Исследуйте секретную экспериментальную базу», или как привыкли ее называть игроки, о подземелье. Ссылку на первую часть вы можете найти в описании к этому ролику. В ней мы рассказали о новых элементах на карте, о режиме рейда и об изменениях в магазине. Прежде чем начать, хочу еще раз напомнить, что все ролики мы готовим сами, на своем опыте, и на своих аккаунтах проверяем те или иные события. Мы хотим, чтобы вы воспринимали каждое видео как базовую информацию, а затем проверяли тот или иной совет на вашем аккаунте, потому что то, что подходит для нас, может оказаться для вас не оптимальным вариантом. Нужно брать в расчет разницу в возрасте штатов, а значит наличие тех или иных героев, прокачку аккаунта и многое другое. Кроме этого, не забывайте читать комментарии под роликами, где игроки делятся своими фишками и секретами, а значит, там можно найти много полезной информации. Итак, начнем. Как мы уже говорили, максимально доступное количество кислорода изменилось. Теперь на старте у всех игроков есть 300 баллонов, а максимум может накопиться 600 единиц. В первый день кислород начинает копиться после того, как вы зайдете в это событие. А теперь поговорим про генератор кислорода, который можно приобрести за небольшую сумму. С его помощью за все событие можно 20 раз получить 40 кислорода и 5 ваучеров рейда. Итого, за 5 дней можно приобрести 840 кислорода и 105 ваучеров рейда. Как только вы купите генератор, все награды, накопленные за это время, будут получены, а потом продолжат копиться. Например, в нашем генераторе 480 единиц кислорода и 60 ваучеров рейда. Если мы прямо сейчас совершим покупку, то это количество наград будет собрано, и они продолжат накапливаться. Для себя мы решили не собирать эти награды до конца события, так как чем выше этаж, тем больше урона мы наносим. Поэтому соберем кислород в пятницу. Но также стоит учитывать, что при трате кислорода вы будете получать очки исследования. Технологии подземелья помогут вам наносить больше урона. Поэтому решите для себя, хотите ли вы постоянно собирать сгенерированный кислород, или же, как мы, оставите его под конец события. Ваучеры рейда делятся на платные и бесплатные. Бесплатные копятся с течением времени, и они будут удалены после завершения события. Платные ваучеры вы можете получить при выполнении заданий подземелья, генераторе кислорода и при покупке кислорода. После завершения события они будут отправлены в рюкзак. Эти ваучеры потребуются для игры в режиме рейда. В этом режиме вы совершаете одну атаку или исследование, но получаете награды, будто провели X сражений, где X равен 1 плюс количество ваучеров. Например, если мы за тропу получаем 1000 образцов клеток и 20 очков исследования, то в режиме рейда с использованием 3 ваучеров мы получим 4000 образцов клеток и 80 очков исследования. Обратите внимание, что в режиме рейда можно потерять несколько единиц из итоговой суммы наград, потому что при одиночном марше награды с десятичными значениями округляются, а в режиме рейда награды складываются, а уже потом округляются. Например, за удар тумана мы получили 2002 образца клеток и 27 очков исследования, а в режиме рейда за 3 удара 6006 образцов и 79 очков. Таким образом, мы потеряли 2 очка. Использовать данный режим или нет, только ваше решение. Раз мы уже заговорили об очках исследования, то давайте поговорим, какие технологии в подземелье необходимо качать в первую очередь. Во-первых, технологии изменились. Максимальная скидка для магазина, которую теперь можно получить 10%. Для этого необходимо улучшить технологию мудрость до 5 уровня. Второй важной технологией является предсказатель. Все уровни представляют большой интерес. Карточки, которые мы получаем при заполнении шкалы прогресса исследований, называются улучшающие технологии. На наш взгляд, 5 из них наиболее важны. Первое – продвинутое исследование, колба с пробирками. Дает процент к полученным очкам исследования после каждой битвы. Вторая – припасы, коробки. Она дает такой же бонус. Третья – забор проб, рука с пробиркой. Дает процент к полученным после битвы образцам клеток. Четвертое – высокоскоростная логистика, машина. Повышает процент клеток к полученным на каждом этаже. И последняя технология – улучшенная транспортировка, грузовик. Дает процент к клеткам, полученным за день исследований подземелья. Напомню, что максимальное количество каждого элемента – 15 штук. А в правилах сказано, что чем выше уровень исследований, тем больше вероятность получения редких улучшающих технологий. В первом подземелье Мего 2 количество этажей было ограничено – всего 101 этаж.
Как мы говорили в прошлых роликах, на этажах появились различные новые элементы, где вы можете получить дополнительные образцы клеток, ваучеры рейда, очки исследования и даже биокапсулы. В тех зданиях, где вы просто отправляете марш на обследование, прописана вероятность успеха и условия, от которого она зависит. Например, здесь, чтобы повысить шансы на успех, необходимо повысить технологию храбрость. А это значит, что вы можете вернуться на этот этаж немного позже, с более высоким уровнем храбрости. Подобные элементы не пропадают с карты, и вы можете выполнить их в любой момент. Такие большие лаборатории доступны не на каждом этаже. Есть две разновидности – на 4 и на 8 заданий. 4 или 8 участников Союза могут взять одно задание, за которое они получат свою награду. А после завершения всех заданий, все участники Союза получат небольшую награду. Все полученные образцы клеток в строениях подземелья идут в зачет вашего личного рейтинга, поэтому важно не пропускать такие задания. Но в то же время в тех заданиях, где вы тратите образцы клеток, они не вычитаются из рейтинга, а лишь отнимаются от заработанных вами клеток. Забавный факт, что героями с питомцами являются Госпожа Удача и ее игрушка-медвежонок, Зак и Джеб с их дронами, а также, внимание, Бабушка Марта и ее коляска. Как вы знаете, обновлять магазин подземелья можно всего 6 раз за одно событие. Для этого нам потребуются зеленые антитела, всего 2800. А именно, на первые 3 попытки потребуется по 100 антител, на 4-ю 500, на 5-ю и 6-ю попытку обновления магазина по 1000 антител. И напоследок расскажем вам одну тактику, благодаря которой можно повысить свои шансы занять более высокую позицию. Ежедневно в течение дня стараемся держать шкалу кислорода на максимуме. Тратим немного кислорода, чтобы он продолжал копиться. Ближе к вечеру, то есть перед сном, тратим столько кислорода, чтобы с учетом покупки баллонов за биокапсулы, времени его восполнения хватило на то, чтобы вы выспались. А в пятницу вечером, то есть в последний день события, выкупаем генератор, в котором уже накопилось 800 кислорода, и тратим его в режиме рейда. Но стоит учесть, что боссы или же туман будет убиваться очень быстро, так что главное не пропустить их и не заснуть. Это то, как мы будем играть в подземелье. У вас могут быть свои тактики прохождения. И это здорово. Делитесь ими в комментариях, если это не секрет. Не забывайте, что обо всех изменениях в событии вы можете узнать не только в роликах, но и в нашем сервере в Discord. Там информация публикуется более оперативно, так как команда не тратит время на озвучку и монтаж видео. Если вы еще не присоединились к нашей команде выживших State of Survival, то посмотрите ролик о том, как это сделать. На этом у нас все, друзья. Делитесь этим роликом с союзниками и пишите в комментариях, до какого максимального этажа доходит ваша группа штатов Миго. А также понравилось ли вам видео в такой озвучке. Берегите себя, горы и запасайтесь антителами.